Вроде крепкий. Страшно, конечно, вокруг ни души. Не дай бог провалиться. О, вот так. Ну что, должна пролезть рыбка, да? Ух ты. Эх, поклевка была, первая поклевочка. Красота, не правда ли? Ну вот к вечеру морозец придавил и начинает сковывать водную гладь. Я уже переживал, что в этом году не дождусь зимней рыбалки. Но надеюсь, до Нового года лед будет и будет первая рыбка в зимнем сезоне. Она еще дышит, плавает по волне. Но я думаю, за ночь уже однозначно закроется весь водоем. И скоро начнется рыбалка. Я пробил ногой вот такую лунку. И уже больше часа, сейчас мороз минус 10. И она никак не замерзает, потому что вот так лед дышит. Волной сюда забивает и постоянно лед ломается тоненький. Теперь пока не будет полного штиля, хороший лед не установится. Но у меня есть надежда на то, что ночью будет спокойная погода. И хотя бы вот этот участок до моей дальней сижи окрепнет. И лед будет хотя бы сантиметров 5-6. И в принципе уже можно будет открывать подледную рыбалку. Во всяком случае, я очень надеюсь, что завтра я попробую поймать какого-нибудь окунька или плотвичку. И уже буду кормить свои лунки, чтобы подходил лещ. Крупный лещ. Вот здесь тоже так же ногой пробил. И тоже выходит вода и не замерзает. Хотя и сильный мороз. Странно. Всем доброе утро. Я сейчас нахожусь в легком недоумении по поводу вот этой вот картины. Водоем снова полностью весь открылся. Хотя ночью был серьезный мороз, да и сейчас около 7 градусов мороза. Вот стоило подуть ветру, разогнаться волнам, и никакого льда становиться не будет. Такое ощущение, что кусок льда только возле моего мостика. Так больше нигде не видно никаких кусков. Не понимаю, как так получается. Вроде хороший морозец. Вот оно все схватывается. Но не замерзает. Ну ладно, зато хоть можно еще камней набрать, пока не замерзло. Слышно, как лед дышит. Я снова на дежурстве, вышел к водоему. Картина меняется буквально каждый час. Еще минут 45 назад вот здесь за дальней сижей гуляли волны. Теперь же снова практически весь водоем уже скован коркой льда. Ветер немного стих. И волны не видно. По-моему, только под тем берегом возможно еще открытая вода. Но здесь полностью закрыто. Если уже ветер сегодня не раздуется, то за ночь, скорее всего, это все замерзнет. И уже больше, надеюсь, не поломает. И завтра я все-таки открою сезон подледной рыбалки.
Хотя здесь вот так же продолжает дышать лед. Такой треск стоит, он весь гуляет, как по волнам. Попробую, какая толщина. Как я выломал. Толщина-то, а нет, не сильно наросла. Отправим туда. О. Кстати, у меня камушков не хватает для обкладки печи. Скорее всего, придется разбивать лед и еще добирать камушки. Но толщина уже приличная. Попробую пройтись. Трещит. Не хочется набрать калоши воды. Ночью обещают до минус 17. Если так и будет, то завтра уже буду искать окуньков. А вот разломала трещина такая под сижей. Я уже не хочу больше прогнозировать, потому что каждый раз что-то меняется. Уже была надежда сегодня порыбачить, но ветром все поломало. Ну вот сейчас все закрыто полностью. Наконец-то. Сегодня немного похолодней, мороз свирепствует. С утра было минус 19, сейчас где-то минус 16 показывает. Пойду сделаю несколько лунок, чтобы набрать воды. Поставлю варить прикормку для рыбалки. Ну и сегодня планирую постирушки устроить. Буду гореть для стирки. Ну а заодно пробью несколько лунок и для рыбалки. Сейчас пойду уже к дальней сиже. Там глубина около 5-6 метров. И там уже есть возможность поймать леща. Так что сегодня буду прикармливать. Ну а по пути на всякий случай пробью несколько лунок поближе. Там, где еще не так глубоко. Хотя, в принципе, я думаю, если вчера лед был 5 сантиметров, уже нормально держал, то всю ночь серьезный мороз. Я думаю, лед уже будет приличный. Кстати, рыбаки, кто думает, сколько нарос лед за эту ночь? Я предполагаю, что сейчас будет сантиметров 10 лед в районе дальней сижи. А как вы думаете? Ну что, пойдемте проверим. Ну так, пока иду смело, что вчера здесь ходил. Вот здесь я вчера набирал воду. Промерзла насквозь. В принципе, на полпути между этой сижей и той еще такая глубина до 1,5 метров. Ну, вот здесь, скажем так, еще можно как-то выбраться, оттолкнуться от грунта. Дальше уже опасно, дальше уже не имеет значения, там 2 метра или 10, это уже не важно будет. Поэтому рисковать не буду, сначала пробью здесь на более-менее безопасном расстоянии. Ну что, вы уже остановили видео на паузу и написали в комментарии, сколько сантиметров будет лед? Вот, пробил. Да, надо перчатки уже одевать. Подмерзают ручки. Ну, лед непонятно, так, сантиметров 8, 9, 10, где-то так. Пойду дальше. Оставлю эту лунку для плотвы и окуня. Там уже подальше, где есть вероятность поимки леща, сделаю серьезную лунку. И будет удобно набрать котелком воды и вытаскивать рыбу. Очень крупную. Вроде крепкий. Вроде крепкий. Страшно, конечно, вокруг ни души. Не дай бог провалиться. Фу-фу-фу. Пробую еще одну. Хотя нужно чуть-чуть дальше засижу. Там будет ствол.
Здесь была трещина. Ну-ка, пробую. Вот здесь. Да, вот здесь будет отлично клевать, я думаю. О, вот так. Ну что, должна пролезть рыбка, да? Да, за эти крошки замерзшие будет леска цепляться. Вот так. Ну, сколько? Вот так, сантиметров 8-9 есть, в принципе. Здесь уже не страшно. Тем более это первый лед, он такой крепкий, монолитный. В общем, открываю сегодня сезон рыбалки. Сейчас набираю водички, ставлю варить прикормку. Прикормка у меня необычная, покупная, сыпучка. Ну, кормового мотыля у меня, конечно, нету. Пока не приехали рыбаки, которые обещали чуть ли не по 5 килограмм в неделю привозить, чтобы я подкармливал их лунки. Ну, соответственно, и сам там буду полавливать. Так что жду рыбачков. Ну, а пока буду кормить своей прикормкой. Я думаю, она ничуть не хуже, чем покупные. Но без мотыля. Кстати, будет такой тест. Какую-то часть лунок я буду кормить исключительно своей прикормкой. Какую-то покупной, а какие-то лунки чистым мотылем. Думаю, для рыболова будет интересно, как будет себя вести рыба и где будет лучше клевать. Так что следите за моей рыбалкой. Так, набираем. Ведерко сполоснуть. Оно все примерзло. Плохо. Придется внутри полоскать. Ну ладно. Прилипают ручки. Вот так. Все, иду в тепло. Я еще оделся не совсем по-рыбацки. Пока ходишь, что-то делаешь, не холодно, но если так сидеть на льду, то однозначно замерзнешь. У меня есть шерстяной свитер теплый, теплые штаны. Вот. Поэтому на рыбалку я еще утеплюсь. Но сегодня обязательно попробую опустить удочку. Ну а пока варится горох для основной прикормки, я пойду и сделаю предварительный закорм из сыпучей магазинной прикормки, которая привлечет рыбу с далеких расстояний. Я сделаю еще пару лунок и закормлю сухой прикормкой, практически не увлажненной, для того, чтобы в толще воды распространились мелкие частички и рыба с далеких расстояний могла их почувствовать и подойти. Так как в последнее время, когда вода еще была открыта, рыбаки с эхолотами проходили эти места, и рыбы здесь практически не было. Вся рыба была в русле, поэтому стоит воспользоваться именно таким способом закормки полусухим прикормом, чтобы он распространялся как можно дальше по течению. Прошло где-то полчаса, как я уходил. Да, хорош.
сделаю еще одну луночку вот здесь. О, ну это покрупнее получилось. Это уже на карпа. Вот прикормка еле-еле увлажнена, чтобы она не сразу упала комком на дно, а поплавала в толще воды по течению. Здесь около 5 метров. Я буду открывать где-то на 3 метрах. Вот как раз прикормка получилась почти нулевой плавучести. По 2 кормушечки в каждую лунку. На первое время будет достаточно. И буду так периодически подкармливать в течение всего дня. И уже ближе к вечеру, возможно, попробую опустить мормышку. Сейчас очень холодно, поэтому, да и новое место абсолютно не кормлено. Тем более, что я знаю, что здесь сейчас рыбы нет, поэтому не вижу смысла мерзнуть. Следующее. Здесь, кстати, я обнаружил какой-то бугорок. Здесь должна была быть глубина около 5 метров, а на самом деле где-то 3,5. Поэтому вполне перспективное место. Может быть, плотва будет туда с удовольствием подходить. А здесь, по идее, уже должен быть свал с этого бугорка. Да, морозец не спадает. Холодно. Да, так и есть здесь свал. Там я достал уже дна кормушкой на 3,5 метра. А здесь это будет как раз недалеко у дна. Я, конечно, сомневаюсь, что сегодня удастся раскормить рыбку, и что она придет издалека с русла. Довольно большое расстояние. Но все равно обязательно попробую половить. Через пару часов уже попробую половить на удочку и заодно еще раз подкормлю. Хотя шансов на поимку рыбки небольшие. Но я думаю, что за пару-тройку дней вполне можно раскормить, и уже будет подходить и подлещик, и лещ. Но плотва, по идее, должна быстрее найти прикормку. Сделаю здесь прямо напротив сижи, чтобы летом уже были кормленные места. Вот так. Ну и водички для чая. Холодно. Иду делать второй закорм. И взял с собой удочку. Уже попробую опустить мормышку. Не пришел ли кто-нибудь на прикормку. Ветерок дует не слабый. Холодно. Сейчас посмотрим, сколько намерзло льда за пару часов.
сантиметра, 1,5-2 наросло. Вот. Ой, ветер. Что-то мне уже перехотелось ловить. У меня с собой нет палатки, поэтому ветер не очень приятно ловить. Даже не шелохнется, похоже, никого нет. Пока разобью следующую. Второй закорм делаю также сыпучкой, но уже с добавлением разваренного гороха, чтобы какие-то тяжелые частицы уже останавливались под лункой, оседали, они уплывали по течению. Ну и с другой стороны сыпучка все так же будет привлекать рыбу с дальних расстояний. Ух ты! Эх, поклевка была, первая поклевочка в этом сезоне. А я прозевал. Хотел идти кормить следующую лунку. Кто же это был? Давай. О, есть! Вот она, моя рыбка. Ну, иди сюда. Окунечек. Вот такой вот окунечек. Первый рыб в сезоне. Будешь отпущен. Я уже приготовил кушать. Завтра уже будет полноценная рыбалка. Сегодня разведка и небольшая прикормка. Что, иду кормить следующую. Холодно, ветер дует. Сейчас закормлю еще одну луночку. И пойду греться. И готовиться к завтрашней рыбалке. Не хочет. Всего лишь один окунек там был. Но наша цель — это плотва и подлещик. А точнее, крупный лещ. Прикормки высыплю сверху. Пусть потихоньку пылят и привлекают рыбку издалека. Я побежал греться. Что можно сказать? Сезон открыл. Рыбка поймана. Лунки закормлены. И завтра будет полноценная рыбалка. Ну, если погода позволит, конечно. Ну вот и закончилось становление льда. Долго боролась река и не давала одеть на себя холодные ледяные оковы. Но зима вступила в свои законные права, и теперь тихо и безмятежно несет свои воды река под плотным ледяным одеялом. О, как я завернул, почти как в книге. Может, мне писателем стать? Вот такое лирическое отступление получилось. Ну а сейчас я пойду искать свои лунки под снегом.
Я вроде и рыбак со стажем, но почему-то в этот раз забыл поставить палочки или камышики возле лунок, для того, чтобы их было проще отыскать, когда выпадет снег. Ну а с вами буду прощаться. Всем спасибо, кто меня смотрит. Подписывайтесь, кому нравятся мои видео. С наступающими новогодними праздниками. Всего доброго. Пока.